Такие директор завода в местечке Шишань нас уговорил остаться, и мы не смогли отказаться от этого замечательного мероприятия. Остались у него в гостях, еще попили чай, поговорили, купили один сорт зеленого чая, который мне очень понравился. У них тут действительно сорт свой, скажем так, Дэйджун, хотя вроде бы технолог говорит, что такой же, как и в Мэнхае, но мне кажется, что это немножко другой, даже визуально отличается. И из-за того, что другая почва, другой климат немного, чай имеет свой вкус. Это очень здорово, так что у нас будет еще один своеобразный зеленый. Но самое интересное, о чем мы договорились о том, что будем делать чай на заказ, что я очень люблю, что делаю на очень многих фабриках уже. Будем экспериментировать. Это очень здорово. Попробуем с шайтина начать, с шенпуэра. Может быть, белого чая попробуем сделать. Может быть, даже шу попробуем сделать. И что-нибудь еще тоже. Так что сейчас у нас предстоит нам очень долгая дорога. Один хороший полезный контакт получился. Кстати, очень красиво. Тут такие вот пики невероятной красоты. Просто как можно сравнить с каким-нибудь Гуйлинем или Уишань, или вообще. Здесь, кстати, владелец завода, он недавно заступил на свою должность, и он очень хочет сделать здесь Кабо-Лиоу-Чу, то есть место курортное, чтобы сюда люди приезжали, отдыхали и так далее. Это, конечно, с одной стороны, не очень, может быть, классно для тех, кто сюда хочет просто приехать посмотреть и не заплатить за билет, там, и не видеть толпу туристов, но, с другой стороны, очень хорошо для популяризации места и для развития чайного дела здесь и так далее. То, что, в общем-то, местные крестьяне себя станут чувствовать еще лучше, потому что он трудоустроил 1000 человек. То есть здесь вот целые несколько деревень, которые полностью работают на это предприятие. Та же, кстати, как и в Дали, в Юнлуне, да, где у нас тоже очень хорошие друзья, у которых огромнейший чайный сад, и многие другие крупные заводы, которые именно по такой системе работают, когда просто десятки тысяч чайных полей, которые принадлежат одной компании. И эта компания, она, собственно, обеспечивает трудовые места на несколько деревень, а то бывает даже на несколько дженей. Тоже плантации бывают разных размеров. Поэтому тут мы сейчас, можно сказать, на таком старте начала развития этого места. Я думаю, еще через несколько лет тут будет все уже совсем не так дико, как сейчас. И мы рады, что попали сюда в нужное время. Мы, кстати, стали первыми иностранцами тоже, кто сюда приехал. То есть никого тут не было. Ну, не считая, если не считать иностранцев, клиентов из Гонконга, из Макао или из Сингапура, тоже китайцев, да, то как бы, в общем-то, мы первые. Поэтому, да, будем развивать сотрудничество. Очень здорово, что они тоже делают очень большой упор на экологичность. Я чуть позже мне прислал фотографию какого-то супер органического нового удобрения, которое одна бутылка стоит 250 юаней, это довольно дорого, но они закупают только их. Потом они закупают вот такие вот желтенькие штучки, которые уже многие видели на многих плантациях, им уже больше 10 лет, это давно. Но кроме этого еще электрические отпугивалки, всякое вот это вот, то, что очень сейчас популярно, модно, потому что все хотят работать за границей, все хотят продавать много чая и не иметь никаких проблем с высоким содержанием или вообще каким-либо содержанием там чего-либо запрещенного. То есть это максимально недальновидно, и поэтому чем, скажем так, больше контроля у производителя над плантацией своей, чем больше такой вот, скажем так, некого подчинения крестьян этому. В этом плане это хорошо, то, что они действительно вот сверху спускаются какие-то данные, нужно так, и они делают, они не могут не сделать, у них нет выбора. Вот, в этом плане это хорошо. Ну, а мы поедем дальше. У нас еще очень далекая дорога. Сейчас 50 километров будем ехать, углубляться в Вэншань, в Юннань, и поедем на интересный завод. Немного шумно, прошу меня простить, но надеюсь, меня будет слышно, постараюсь рассказать погромче о нашей сегодняшней находке. Мы специально уехали на северо-восток Вэншаня, это получается тоже довольно такой удаленный регион. В общей сложности мы за 3 дня уже ехали, можно сказать, потому что мы сейчас только малыми дорогами добираемся. И добрались до деревни, где делают чай белочунь, а также делают очень интересный такой чай в бамбуке, который, в принципе, делают много где в Юннане. Со мной сейчас, собственно, технолог, владелец завода маленького фермерского, делает такое джоутун-ча, то есть чай в бамбуке. Интересно то, что да, в других регионах Юннани его тоже делают, но здесь есть одна особенность, то, что здесь
помимо традиционного для Юнани шен пуэра, то есть шайтин маоча, когда делают только шен, запрессовывают туда, здесь также делают и красный чай, еще делают хунцин, то есть это такой полукрасный, полушен. У него осталась партия прошлого года, которая уже как раз выдержалась, как раз этого чая в бамбуке. Делается он по очень интересной технологии. Я это показывал, кстати, в видео, когда мы были на горе Иу в Махэй, да, там тоже делают чай в бамбуке, похожая абсолютно технология, только здесь немножечко она усовершенствована тем, что тут есть целый такой станок, который прокручивает, прокаляет сам бамбук. Сейчас просто станок убран, потому что в этом году не было ни заказа, они не делали, и чудом осталось вот такое количество 4 сортов. То есть вот это вот у нас хунцин, это у нас шен пуэр, шайтин маоча, а это у нас красный чай. Будет в таком ограниченном довольно количестве. Сейчас я пропил все. Очень вкусный чай, при этом достаточно бюджетный. Вот, потому что здесь нет каких-то дикорастущих чайных деревьев, сырье используется простое, но за счет того, что хорошая технология и мастер, который делал, и он сам, и его папа, я так понимаю, тоже, они достаточно опытные в этом. Это вообще традиционная технология, и у них получилось очень неплохо. Мне понравились все 3 чая. Поэтому такая небольшая ограниченная партия приедет. Кроме того, здесь сейчас шумят станки, это делается белачунь-ча, то есть зеленый чай белачунь. И нам тоже повезло, потому что сейчас делают уже такой белачунь, скажем, уже 2-3 сбора. Он достаточно безвкусный, мне, честно сказать, не очень понравился, но у него был один мешок белачуни, который сделали в марте. То есть самый первый сбор, очень сладкий, очень вкусный, мне он очень понравился. Больше понравился, чем то, что мы купили в прошлом году. На юге Юнани тоже мы несколько сортов купили. Но он и подороже, конечно, но все равно в разумных пределах этот чай будет находиться. Очень вкусный зеленый чай. Тоже у нас будет такая ограниченная партия, около 50 килограмм хорошего вкусного белачуни. Вот такая у нас сегодня находочка. Вот. Я думаю, что это будет такое открытие, потому что многим, я когда привозил пробник с Иу, очень понравился тоже пропеченный шен, мы с вами пробовали. Вот он похож по вкусу. Здесь, конечно, не такое сырье, как на Иу, немножко попроще, но при этом по цене он значительно ниже. То есть такой бюджетный и при этом очень вкусный чай. Движемся к границе с Вьетнамом. Сейчас заезжаем в местечко Малипо, называется. И здесь есть несколько деревень, которые выращивают, баоху, охраняют, оберегают древние чайные деревья. Вот. Сейчас уже вечереет, поэтому мы сейчас доедем до ближайшего такого места, где можно остановиться. Вот. А завтра уже поедем в горы за чаем. Очень красивые виды по дороге, невероятное. Такое сочетание скал живописнейших вообще. Пейзажи иногда немножко похожи на Гуанси, то есть тоже малой народности здесь очень много. Есть народность Мяо, здесь тоже она активно представлена. Проезжаешь к деревне, видишь, что все женщины, как правило, носят традиционную одежду. Вот. И особенно пожилые. И здесь такая атмосфера уже прям вьетнамская. Именно в этом районе я не был, поэтому очень интересно почувствовать одновременно и то, что ты вроде как вернулся в Юнань, но поэтому абсолютно другое все вообще, другая геология, очень красивые скалы. Здесь высоко довольно, сейчас высоте 1700. Вот, и я так понимаю, что чайные деревни находятся где-то тоже в районе 2000 над уровнем моря, поэтому здесь очень так свежо, приятно. Вот, нет жары вот этой вот. Поэтому, да, думаю, будет у нас интересное приключение в ближайшие дни. Буквально только что пересекли, проехали под мостом скоростной трассы, единственное здесь, которая идет из Байсет в Мин. Вот. В другом месте красных трасс нет, везде самые обычные дороги. Изучаем. Такая красота. Подостали сегодня немного, потому что у нас уже очень много дней, беспрерывно прям движ. Рано выезжаем, поздно приезжаем. Надеемся сегодня немножко пораньше приехать в гостиницу, выспаться. Едем, и тут по дороге вот такой пик невероятный, вообще красота. Нахожу места, которые настолько красивые, настолько при этом абсолютно неизвестны, не раскручены, не туристические. Это очень радует. Я думаю, будем продолжать в том же духе. Невероятно красиво. Заселились в потрясающие гостиницы, просто шедевральные деревни. Не доехали мы до столицы доехали до деревушки.
что еще не устали, поэтому заселились в такую деревенскую гостиницу за 60 юаней. 600 рублей. Вот, сейчас пойдем покушаем. 200好不好？ 200公瓜，可以西红柿炒豆腐。西红柿炒豆腐。